Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши замечательные комментарии, за лайки, за подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Кому ты нравишься и почему? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая вы? Если во время сигнификации, понимаете, похоже на вашу подругу Таню, можете отослать ей видео, ей будет полезно узнать, кому она нравится и почему. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Думайте о себе. Ух ты, сочетание. Первая карта Муза. Яркая, вдохновляющая, энергетически наполненная, зажигалочка, позитивная. Женщина, которая своей энергетикой привлекает, очаровывает, умеет держать фокус внимания на себе, обладает всякими разными женскими хитростями, если можно сказать. Может, интуитивно даже умеете в моменте, если у вас там боженька вас оградил, наградил, да, там, не знаю, замечательные волосы у вас, да, папа с мамой постарались, красивые волосы, вы сделаете акцент на волосах, допустим, ноги шикарные, сделайте акцент на ногах, там, уж не знаю, может, разрез на юбке какой-нибудь, там, или облегающие джинсы, ну, какие-то нюансы, к тому, что умеете где-то, умеете себя преподнести, не обязательно идеальная красотка, но вот это харизма, энергетика, этим берете. По звезде с интеллектом все в порядке. Вот кто-то из вас не то что не одержим мечтой, но идет за своей мечтой. Где-то хотелось бы вот реализоваться в чем-то, вот в таком, у кого-то прям миссия, призвание, видение себя. Но может быть у кого-то даже миссия такая какая-то. Все люди, как люди, звезда, вот какая-то инаковость, как-то вы себя отличаете. Даже яркая индивидуальность, да. Я не буду тут говорить, что у вас тут корона на голове, у вас такое видение себя, там холопы какие вокруг меня, они недостойны моего взгляда и общения. Нет, это вообще не из этой серии. Это, в принципе, как будто бы вы понимаете, допустим, ну, какую-то свою инаковость. Не лучше, не хуже, но другая. Ну, по поводу того, что не хуже, точно не хуже. Да, ну, звезда. Женщина, которая, может быть, является там, звездой местной. В принципе, притягиваете к себе взгляды. Так, по звезде еще таланты всегда проходят. Тут как будто бы дали вам, может быть, авансом даже, дали внешние данные, интеллект. Тут всем вас наградила природа. Как будто бы, как бы это все реализовать экологично для себя в первую очередь. Почему это говорю? Потому что тут дальше карта каких-то зависимостей, созависимых отношений с каким-то, может быть, мужчиной, в принципе, может быть, с людьми. Так, карта мораль, солнце, любовь. Интересная карта. Так, тут вполне возможно, тут и умеет женщина и любить. И карта мораль, открытые ладони. Старайтесь, в принципе, как-то к людям с открытым сердцем, с открытой душой, поменьше там применять каких-то многоходовочки, хитростей, как открытые ладони. Я иду с тебе с открытым сердцем. Но тут какой-то такой нюанс, будто бы карта солнца — это карта яркости. Тут вы офигеть, какая яркая. Сейчас мне напишите, совсем не яркая, но по этим картам, значит, это не ваш расклад, девочки. Что тут солнышко, оно не может быть не ярким. Где-то солнце как ребенок. Может быть, вот эти вот сочетания карт, открытые ладони, карта сердца и плюс солнце. Это говорит о том, что где-то какая-то детскость, наивность, где-то, может быть, людей по себе судите.
Опять-таки воспринимаете их такими же открытыми, добрыми. Если с любовью вы к ним, то вы считаете априори, они к вам тоже с любовью. А мир, к сожалению, совсем не так. В этом мире, к сожалению, не совсем все так именно происходит. Опять-таки, у кого-то может проиграться солнце. Это ваша яркость, непосредственность, детскость, оптимизм, восприятие мира такое. Сами вот этими солнечными эти лучами, сами как это солнышко все освещаете рядышком, наполняете мир. Но тут может проходить как эгоизм, еще такой детский. Это где-то желание переделать, может, окружающих. Желание где-то притянуть желаемое за действительное, да, выдать. Это как маленькие девочки, да, вот в магазине в детском. Хочу эту игрушку, хочу и все. Вот такое может быть у кого-то. Опять-таки. Вот эта карта, сейчас я уточню тут по поводу, видите, зависимостей. Женщина смотрит на мужчину влюбленными глазами. А мужчина сам по себе такой токсичненький, приносящий разрушение в свою жизнь. Соответственно, если ты будешь рядом с таким мужчиной, ну, то есть груз этих проблем 100% на твои плечи ложится. Тут как будто бы женщина вот по этим картам такая талантливая, яркая, будто бы, ну, тут даже не то, что амбиции, потенциал огромный, но вы можете выбирать или не тех мужчин, которые, ну, или в принципе вы как будто не замечаете, может быть, каких-то спокойных, как будто бы может вас тянуть на какой-то типаж вот мужчин, и вы только их можете замечать. Это как туннельное какое-то зрение. Или опять-таки на вас обращают внимание тут 100% с такой внешностью, с такой харизмой обращают внимание многие. Но вам интересны, может быть, вот такие сложные личности, назовем это так, или какие-то мужчины, которые, ну, как-то вот, то ли эмоциональные качели вам устраивают, то ли сами по себе вот такие какие-то они необыкновенные. Вот на этом остановимся, да. Ну и показано, с ними очень трудно вообще выстроить какие-то здоровые взаимоотношения. Если в детстве, допустим, у вас, у кого-то это может быть как компенсация, да, в детстве, если папа там не давал достаточно поддержки, любви, уважения, или не видели со стороны папы какого-то отношения там в сторону мамы, да, какого-то как к женщине, там обожание, любовь, хотя бы уважение, где-то могли вы подсознательно это вот все как бы впитать в себя, да. Может быть, вы говорите там, да, я знаю, я заслуживаю лучшего, я не заслуживаю точно таких отношений, как были, допустим, папы с мамой. Я знаю, как оно не должно быть, я знаю, да. А как знаете, хотите, к этому стремитесь, но подсознательно все равно какой-то типаж выбираете мужчину, допустим, холодных, или те, которые не могут вам в принципе дать классных, стабильных, серьезных отношений и той самой любви и уважения. Может быть, выбираете каких-то мужчин, которые, ну, я же говорю, вообще не про семью, не про любовь, не про заботу, и стараетесь из таких, вот из такого человека, из такого мужчины переделать там под себя что-то. Осознанно, неосознанно. У кого-то так может проиграться. Так, зависимость. Ну, вот как борьба вечная. Борьба с разбитым сердцем. То есть преодолеваете, как с ветряными мельницами борьба идет. Находите на себе на пятую точку не обязательно тут, в принципе, как партнера какого-то, который вам не может дать то, чего вы хотите. Это еще и прикольно, если вы до конца не знаете, чего вы хотите. Если вам серьезными, стабильными, скучно и тоскливо, то тоже такой может быть вариант. Ой, борьба с разбитым сердцем. То есть боретесь за что-то, а по факту показано ни к чему хорошему не приводит. Почему-то мне так вышло. Так, смотрим дальше. Кому ты нравишься и почему? Кому вы нравитесь? Чему вы нравитесь? Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся.
Почему вы этому человеку нравитесь? Или группе лиц, да? Ну, такое тоже было когда-то у меня. Кому вы нравитесь? Почему вы нравитесь? Кому вы нравитесь? Что это за человек и почему вы ему нравитесь? Кому вы нравитесь и почему вы нравитесь? Кому вы нравитесь? Опять вышел товарищ, у которого есть зависимость, товарищ, у которого, может, не совсем здоровые взаимоотношения выстроены. Зависим вполне возможно от вас. Так, кому вы нравитесь? Борьба с другой колоды. Вышла карта. Борьба. Интересно. Парень. Интересно. Так, смотрите. Странное сочетание. Кому вы нравитесь и почему, да? Почему будет потом? Ну, сейчас мне так вышло. Парень вышел, карта мужчина, 100% вы ему нравитесь. При этом, скажем так, этот мужчина вполне возможно, он интересен. Не говорю вам, интересен он или нет, но у вас показана есть соперница. Соперница это она к нему проявляет какие-то эмоции или он к ней? Он к ней нет, карта гроб. Она карта игра. Ну, она считывает, он ей интересен, она вас считывает, вы достойная соперница. То есть, как минимум, одна женщина за вами еще наблюдает, за вашими какими-то, не обязательно взаимоотношениями, ну, за вашими, не знаю уже, может быть, какие-то там пересекаетесь, встречи, общение с этим парнем. То есть и она это считывает, то, что вы ему интересны, вот, а он ей интересен в свою очередь. Вот тут как-то так. Так, этот парень, что прям так и звучит, парень, он рассматривает какие-то возможности с вами, как будто бы и такие, и такие, и такие. Тут по-разному, как бы, можно примерять на себя, что если вот так вот, а если так вот. Так, как-то дальше странно. Так, этот мужчина... Но тут, смотрите, вот на него вот эта характеристика, тут вот это вот эти, повторюсь еще раз, какие-то зависимости, созависимые отношения, где-то может быть тут у кого-то какие-то пороки, то есть человек может сам себя разрушать, и окружающих тоже. Но вот эта карта дуальность, да, конечно, у каждого из нас есть вторая, у нас есть теневая сторона, это все понятно, но тут как будто бы мужчина вроде бы и это даже принимает и старается с этим как-то, знаете, ужиться, старается, может быть, показывать свою светлую сторону. А эту теневую он прячет. Так, но дело в том, что, знаете, прячет, то прячет, а вообще, по идее, нужно проработать, осознать, где-то принять, где-то, может быть, это вот, опять-таки, для себя осознать, если это его разрушает, то как-то с этим, ну, бороться. А тут вот такое у меня ощущение, как будто бы это его теневая сторона, тут карта беременность, девочка, ну, женщина молодая, да, беременна, вынашивает. То есть идет как будто по нарастающей. Это, допустим, если там злоупотребление алкоголем, он может от всех скрывать это, там, а на какие-то праздники, там, выходные, может там вдрызг напиваться или где-то в запой даже уходить. И показано, что как будто бы вот это вот теневая сторона, опять-таки его какие-то зависимости, его пороки, они вот как зреют, вызревают. И это тяжелый, как груз. Тут, видите, на карте изображена ножка женская, к ней прикована гиря, тут черная кошка. То есть, по большому счету, показано, что человек находится во власти этих зависимостей, они все больше и больше имеют над ним эту власть.
То есть чревато. В будущем это может вылиться во что-то, ну, заболевание, не заболевание, но серьезную проблему. Это уже является серьезной проблемой. Так, борьба АСТ. Так, борьба АСТ. Это о чем? Если мужчина не свободен, а то, кстати, он может быть, ну, женат, ну, почему-то деток показывают, вполне возможно, детки есть. Карта борьба, может, он даже борется со своими этими какими-то зависимостями, со своими вот этими проявлениями ради деток, ради того, чтобы, ну, хотелось бы мне сказать, не позориться перед детьми, но ну вот почему-то так, вот как будто бы борьба. Может быть, конфликты уже были в семье, может, это уже озвучено было. Такой какой-то человек, он будто бы где-то и осознает, где-то пытается бороться, а где-то все равно, по большому счету, оно катится, как этот снежный ком, все дальше и дальше. То есть его попытки с этим бороться ради, допустим, того, чтобы если в семье был нормальный нормальная атмосфера, да, не было конфликтов, то я не могу сказать, что это успешно все проходит. То есть, может быть, вполне возможно, тут нужен уже более серьезный какой-то подход у кого-то, уже не знаю, чего это касается, каких-то этих пороков, зависимости, но, может быть, даже нужен какой-то медикаментозный подход. Девочки, ну, не знаю, как минимум к специалисту обратиться. Тут что-то уже у него серьезное такое. Сейчас вы мне напишите, ну, Ира, не могла ты мне нормального кого-то, да, адекватного нагадать, кому ты нравишься. Ну, вот такой человек мне пришел, вот нравитесь вы ему. Так, сейчас узнаем еще почему. Так, опять-таки, этот парень, который, в принципе, может быть и сам перспективный, кстати, карта возможностей. Человек, вокруг которого очень много зависти. Тут карта Скорпион. Давайте посмотрим. Это он завистливый? Это ему завидуют? Что это? Карта письма, он завидует. Ну, тут я, наверное, скажу... О чем? Почему ему кольцо завидует? Ему... Странно как-то. Вот такая странная информация, как будто бы ему могут завидовать мужчины, которые там хронически женаты. Завидуют почему? Потому что вполне возможно на этого мужчину женщины обращают внимание. Тут не зря вот эта соперница еще ваша вышла. Мне такое ощущение, как будто бы этот мужчина, он как лакомый кусочек для многих женщин. Он интересен. Может быть, даже вот этим своим каким-то поведением таким, оно не очень здоровое. У кого-то, кто-то там, может быть, из мужчин наслушался вот этих пикаперских этих советов, да, и может какие-то эмоциональные качели женщинам устраивать, где-то вести себя как-то так странно. На первых порах, если женщина не прокачана, это может цеплять, это может, ну, быть интересно, нестандартно. Вот тут вот как будто бы у него какой-то нестандартный подход, может, к построению взаимоотношений, может, к общению даже с женщинами. И тут показано мне уже мужчины, какие-то мужчины, которые именно женаты, они ему завидуют тому, что насколько вокруг него там окружение. Тут карта лилии, вода, как будто насколько легко ему удается завоевать, там, не знаю, внимание как минимум, да. Причем женщины разные, самые на него как будто бы, ну, ведутся, слово такое, да. Карта зависть. Насчет него, ну, не знаю, насчет него, тут вполне возможно, он тоже кому-то завидует, но тут больше проявлена зависть окружающих. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, и этот мужчина сам по себе, ну, опять, тут зависимости. Тут мне эта карта считывается очень часто как токсичность. Человек, который может жалить своим словом, поступком. Может потом и раскаяться, но в основном как будто бы особо не задумывается, насколько он может там боль причинить окружающим. Ну и даже, знаете, вот такой типаж я в жизни несколько раз таких встречала, мужчин именно мы смотрим. Знаете, он как-то умеет, вот настолько, если он даже какие-то слова там обидит кого-то, скажет, как-то, ну, такое что-то не подумавши, да, особо. Но тут даже не то, что не подумавши, тут он как-то некоторые даже может как специально провоцировать своими действиями, поступками, словами. Тут говорят, тут даже вот если по большому счету ужалить кого-то, боль причинить, уколоть, то
он потом найдет ключик, ангел и демон, он может как-то это нейтрализовать, он может тут же комплимент какой-то сказать, или может как-то так, вот как выйти сухими из воды, или там какую-то гадость скажет, потом подойдет с милой улыбкой, там что-нибудь, комплимент, или кого-то попытается приобнять, или скажет, ну я не обязательно там скажет, что я там был неправ, там, нет, он как-то умеет это все так переводить, на него даже, по большому счету, наверное, трудно обижаться. Тут как-то так, ангел и демон, какой-то как искуситель. Такой человек мне вышел, такой сложный, тяжелый. Отношения с ним очень непросто выстраивать, и вряд ли они будут спокойные, размеренные, гармоничные. Это вообще не об этом. Вот, а что это за возможности, сейчас я спрошу. Это ты видишь возможности, которые у тебя... Нет, это с какой-то ведьмой, ведающей, обладающей тайными знаниями, женщина, которая увлекается эзотерикой, таро, расклады, психологией. И психологией, вот это все сюда. Он с этой женщиной видит какие-то возможности. А какого рода возможности ты видишь? Ух ты, карта род, семья, серьезные отношения. Сейчас, но он говорит, да, вот вообще вот даже так, но сейчас почему-то эти мысли ему приносят душевные муки, карта тучи, как будто бы тучи сгущаются, нет как будто бы разрешения ситуации. Знаете, как статус все очень сложно, да, вот это тут точно такое же, поэтому возможности он как будто бы рассматривает, видит, но и какие-то у него тут даже такие серьезные мысли по поводу прям, ну, как род, это же очень серьезно, да, но тут же как будто бы сам говорит, ну, все это не то, что невозможно, как-то это трудно реализуемо, да, и карта тучи, все хуже и хуже, как будто бы так. Ну да, он мне говорит, какие бы страсти там не были, карта огонь, тут может страсть, ревность, тут какая бы накал бы страстей не был, но карта горы, это непреодолимые какие-то препятствия. В общем, все как всегда, да. Так, девочки, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим дальше, почему вы нравитесь этому человеку. Почему вы этому мужчине нравитесь? Почему? Потому что первая карта, мы уже ее знаем, ваша сигнификация выходила, потому что очень яркая, трудно вас не заметить, как птица райская какая-то. Райская птица в каком-то, как, не знаю, в среднестатистическом каком-то курятнике, да, извините, некрасиво сказала, но представьте, райская птица, да, вот тут что-то такое, еще сочетание белая ворона, это о том, что очень отличаетесь от других. Ух ты, это вообще сочетание, смотрите, муза яркая, вдохновляющая, трудно забыть, по белой вороне, это ваше какое-то видение мира, видение вас в этом мире, инаковость ваша, для него это все притягательно, может быть, где-то он понимает, такой женщины еще у меня не было. Вот как с ней, я не знаю, как коммуницировать, как с ней что-либо выстраивать тоже. Но это ему нравится даже. Но тут еще карта феи, это еще о том, что где-то видит, не знаю, знает он или не знает, том, что вы увлекаетесь Таро, но как минимум, может, увлечение психологией или ваш какой-то взгляд на этот мир, ваши рассуждения, может, философские какие-то подход, какие-то умозаключения ваши, может, умение выстраивать как-то вот диалог. Ну вот в принципе вот разница, он вас очень выделяет там из толпы, отличаетесь от других женщин для него. Вот это какая-то сказочность, где-то, может быть, даже оторванность от мира, где-то даже девочка как будто бы с другой вселенной. Вот тут такое. Тут со знаком плюс и знак минус. Но по большому счету это ему нравится. Так, манипуляции, дом, свечи. Интересно. Карма. А смотрите, тут вот сочетание. Ух ты, карма. Девушка. Решительность.
Тут как будто бы, знаете, он даже вот тут не знает, как с вами то ли выстраивать эти отношения, то ли подход, как вам найти. Тут показано, он пытался, может быть, как-то манипулировать, если ему так привычно, удобно. Мы видели там непростой мужчина, мы там видели, он даже если каких-то допускает какие-то оплошности, косяки какие-то у него там случаются, он умеет как-то быстренько перебываться в воздухе, и там и ангел, и демон, он может так нейтрализовать вот этот негатив, который, и боль, которую он причиняет, даже девочки на него там долго не обижаются. Те, которые не понимают глубинного смысла, да, не понимают того, что он такой есть, ну, как бы сказать, о том, что человек не то, что там не подумавший ляпнул, а о том, что для него это манера поведения, для него это свойственно. То есть вот как-то так, вот как будто бы он как какую-то пелену перед глазами у девочек вот так вот как-то ставит, и они не могут его проанализировать, считать до конца. То есть, а тут показано, смотрите, чем вы нравитесь. Нравитесь тем, что вполне возможно манипуляции в отношении вас. Он и пытался какие-то провернуть, как-то себя так вести. А мне тут дальше показана карта дом, карта свечи и карта карма. Ну, дом вполне возможно, то ли у вас разные были видения, ну, этих отношений, видения вообще взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Тут карта свечи это как своего рода, как нейтрализация. Вы, допустим, не поддались манипуляциям, вы не пошли на какие-то там, может быть, уступки или на какие-то форматы взаимоотношений. Даже не то, что взаимоотношений, формат общения даже какой-то. Карта свеча это как нейтрализовали эти манипуляции. Может быть, он у вас увидел женщина, для которой карта дом это домашняя, уютная, где-то даже вы это, может, могли протранслировать, что, ну, у меня совсем другой запрос, не там, допустим, на самоутверждение, не на какие-то там яркие любовные переживания, там, сексуальные какие-то приключения. Будто бы вот вы могли даже это протранслировать, меня интересует совсем другое. Так, в любом случае, видит, что манипуляции его не прокатили, поэтому нравитесь. И тут он говорит, карма, это женщина, это карма моя, вот девушка, вы являетесь этой кармой вживую. То есть где-то за его какие-то косяки, где-то за вот этих всех женщин, которых он там, ну не знаю, обидел, не обидел, ну по крайней мере попытался причинить им боль, где-то обесценил, это 100%. Где-то уже привык вот этим манипуляциям, к какому-то такому обращению не очень красивому. Вот он говорит, вот я ее встретил, тут какая-то заковырочка такая, как карма, бумеранг, какой-то урок с вами он проходит. Так, ожидание, нерешительность, страх. Ну, нравитесь, потому что где-то из головы не выходите. Карта ожидания, то, скорее всего, он все равно как будто бы из головы не выходит. Там мы видели, как будто бы он там смотрит какие-то возможности, перспективы. И так, и так, и так. И тут он как в ожидании. Где-то, может быть, там и занимается своими делами, и пытается как-то, понятно, жить какой-то жизнью, наполненной, яркой, не знаю, но своей какой-то жизнью. Но все равно незримо, где-то как в окошечко поглядывает. Это в окошечко, это какие-то мечты, фантазии, это где какие-то возможности. Это как котик вот в ожидании лежит и смотрит в окошко и ждет, пока его там хозяйка придет. Точно так же этот мужчина, может быть, ожидает, когда ваши пути пересекутся. Может быть, где-то узнают через знакомых, через друзей, там, как ваши дела, где там вы, как вы там. С таким подтекстом, что в принципе, может быть, нам еще будет судьба пересечься. Я уже больше про нее буду знать. Как-то так. При этом так и не появляется у него четкого плана по поводу того, как к вам проявляться, или что делать, или как с вами это все как-то организовывать. Нерешительность. Он не знает. У него как будто бы нет тут манипуляций, не прошли. Нет каких-то, не то что там рычагов управления, влияния. По большому счету, как будто бы он даже не понимает. Ну, вы другая, вы не такая, как все для него. Ну, тут еще много страхов связано с тем, что, допустим, а как мне проявиться, не проявиться, и какая будет ответная реакция. Вот человек в каком-то замешательстве. Так. Страхи, это его страхи.
тут страх по поводу того, что он будет в подчинении, смотрите, как будто бы, что вы вокруг его шеи цепи намотаете, он будет как подкаблучником как, каким-то. Если типа вот нерешительность, вот я тут что-то там думаю, сделать, написать, предложить, да, тут вот видите, тут человек сидит, пишет какое-то письмо, да, допустим, потом скомкал, бросил, нерешительность написал. Точно так же, он в нерешительности, тут ожидание тоже, проявиться, не проявиться. Если проявлюсь, страхи, а как я покажу, что я зависим, я покажу, что она мне интересна, я покажу где-то свое, короче, уязвленное это состояние, уязвимое, извините. Тут что-то так он боится показаться каким-то слабым, слишком заинтересованным. Так, друзья. Ну, вот говорит, я выбираю, может быть, с ней общаться так, через друзей или из позиции друга. И карта тут не часто это проигрывается, как будто подглядывает, где-то смотрит, подглядывает, анализирует, может быть, через друзей, опять-таки, информацию набирает. Вот так вот. Но основное, чем вы нравитесь, почему первые же карты вышли? Потому что другая, не такая, как все. Чем еще нравитесь? Вот посмотрите. Нравитесь тем, что стабильно вы как держите рамки, границы, оборону какую-то, где-то не позволяете своим эмоциям брать контроль. Даже вот общаясь с ним, с кем-то, может быть, он там анализирует, как будто бы с холодным рассудком, с холодным сердцем, как будто женщина знает себе цену, тут вот воительница, как будто бы не подходи, так держит этот меч на поготове, и такой, как будто бы это ваша постоянная позиция. Вот этим даже нравитесь, вот заводите, нравитесь. Угу. Вот так. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!